Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она борзеет? И снова это все о ней. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И кто хочет записаться на личный расклад, либо же на диагностику негатива, телефон под видео. Смотрите, знаете, вот вам как-то с женщинами всю жизнь вот не везет. И это касается и тех, у кого было много женщин, да, и у кого, может быть, ну не очень, 2-3, да, у кого как. Вот какие-то женщины попадаются, то ли это эмоционально холодные, это женщины, которые не особо проявляют свои чувства и любовь. Это женщины, которые могут быть вспыльчивые, выносительницы мозга, да. Но я не буду сейчас особо сильно так характеризовать ее, но как-то вот не повезло. Плюс, конечно же, попадались манипуляторши. А вы такой человек, который очень любит справедливость, да, вот вам нужно, чтобы было все правильно, честно, да, вот как-то порядочность, верность. А вот женщины абсолютная противоположность. Причем вот как-то, знаете, такое ощущение, что они поначалу как будто играли роль. Вот играли роль хорошей такой, любящей, может быть, да, заботливой. Но это было до поры до времени, пока у них были какие-то интересы. А потом они со временем показывали свое настоящее лицо. Но сейчас не об этом. То есть с женщинами это трэш, конечно, был в вашей жизни. Даже может проиграться, что кто-то из вас, особенно, может быть, это по молодости, давненько это было, какие-то не очень хорошие поступки могли совершать ради женщин. У каждого, конечно, были разные причины. Но, тем не менее, это было жестко, конечно. Не будем это озвучивать, потому что это у каждого свое. Далее. Как-то вот опять мне говорят, что много вранья было в вашей жизни, ребят. Вот почему-то сегодня такая печальная сигнификация, даже вот не хочется шутить, да, вы знаете, я обычно там то про бобиков могу поприкалываться, пошутить, но сегодня как-то вот не очень мне нравится сигнификация. Кто-то из вас может быть сейчас в стадии развода, причем официального развода, кто-то уже развелся официально. Причем я вам скажу, что радости вам мало от того, что вы разошлись. Вот все равно какая-то доля любви, да, вот кусочек любви еще остался к бывшей. Особенно это касается тех, кто не так давно разошелся. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Вы человек, который, в принципе, умеет хорошо зарабатывать. Вы можете делать деньги из воздуха, как говорят, да? То есть вы всегда найдете, где подработку найти, да, где там, может быть, подсобить кому-то, соседям, там еще какую-то подработочку взять. То есть вы, в принципе, не лентяй. Единственное, что вас огорчает, это когда не ценят то, что вы делаете, да? Люди, знаете, периодами вас доводили до такой степени. Это не обязательно вот бывшие. Я сейчас говорю, что были такие у вас ситуации, когда хотелось реально либо же умчаться на край света и вообще, чтобы все оставили в покое. Либо же где-то вот уединиться отшельником, да, чтобы просто отдохнуть, вот морально отдохнуть, потому что здесь еще идет моральный перегруз у вас. У кого-то сейчас может быть такое состояние, особенно если вы реально в процессе развода, раздела имущества, когда вас негативные эмоции, злость переполняет, да, вот хочется уединиться. А может быть даже кто-то из вас уже уединился и особо не общается ни с кем. Я вам скажу, что кто-то из вас даже есть с творческими наклонностями такими, да, то ли вы умеете хорошо рисовать, может быть, лепкой кто-то занимается, там, еще музыкой, может быть, кто-то занимается. Я имею в виду, не ходите в музыкальную школу, да, то есть умеете, может быть, играть на чем-то. То есть вы такой товарищ вообще разносторонне развитый. У вас много наклонностей, есть просто то ли времени особо нет, чтобы этим всем заниматься. У кого-то, может быть, это бывает очень редко, да, вот даже если вы рисуете, допустим, просто отдушина такая,
что вы это делаете редко, потому что, ну, не всегда хочется, да, не всегда можется, плюс усталость какая-то, да, вот житейские проблемы, поэтому и бывает вот не очень часто это. Далее. Вот я вам скажу, что вот как-то с женщинами у вас вообще не лады. Я это сейчас говорю о всех, да. Вот у каждого это опять же проиграется по-разному. Те из вас, кто даже живут еще и с женщиной, да, но здесь нет таких теплых, трепетных отношений. Вот нет. Мечевая королева никогда нам не покажет, что женщина такая нежная, ласковая, любящая, заботливая. Скорее наоборот. Те же, кто свободен, да, вот я скажу, что вы не торопитесь вступать в новые отношения. Даже, казалось бы, да, вот я свободный человек, куда хочу, туда лечу. Здесь может даже проиграться, что вы хотите насладиться свободой. Вы хотите пожить для себя. Плюс есть некое недоверие к женщинам. Есть какие-то опасения, да. Вы настолько наелись вот в своем прежнем таком негативном опыте, настолько наелись вот этого всего, ну не буду говорить, это нехорошее слово, да, этого «г», что как-то вступать в новые отношения особо не торопитесь. Но я вам скажу, что у вас есть, в принципе, ну, пара-тройка друзей, приятелей, которые всегда могут подсобить, если что, да, могут всегда там либо же к вам в гости прийти, либо же пригласить куда-то. Вы можете посидеть, да, вот чисто так, мальчишник небольшой. Но сказать, что вы часто это делаете, нет, как-то особо охоты нет. Хочется с возрастом вот уединения. Напишите, ребят, вот есть такой момент, что хочется как-то уединиться, хочется укрыться, да. Есть такой момент, как, знаете, вот бывает, я думаю, у многих из вас тоже проиграется, что хочется вот уединиться, чтобы просто насладиться тишиной. Вот именно от этой всей мирской суеты, о чем-то подумать, о чем-то поразмыслить, да, вот, может быть, выводы даже какие-то сделать. Давайте-ка теперь ближе к нашему раскладу, да, и будем смотреть, почему же она борзеет. Кто вообще к нам пришел сегодня на расклад? Ну, естественно, это женщина из вашего прошлого, которая она всегда вот как будто маску носит. Это женщина, которая, ну, скажем так, лицемерная. Женщина, которая играет определенную роль с определенными людьми, да, вот такая тавтология. Но тем не менее, вот с одними людьми она будет белая пушистая, потому что ей так выгодно. С другими людьми она будет совершенно по-другому себя вести, понимаете? Это человек, который исключительно зависит от выгоды. Вот с кем ей выгодно, она дружит, с кем ей выгодно, она общается. Вот, ну, то есть в таком ключе, понимаете? Это женщина, которая очень любит деньги. Это женщина, которая вами манипулировала, делала вам больно и, ну, мягко говоря, обижала вас. Я думаю, вы узнали, больше не хочу особо о ней говорить. Давайте будем смотреть все-таки, почему же она борзеет, что же она снова чудит или будет чудить. Смотрите, ребят, она уже начинает, в принципе, жалеть в каком-то смысле, что она разрушила семью. Она понимает, что благодаря ей, благодаря ее действиям, семья разрушена, ну, либо же отношения. Она сейчас, знаете, либо же проиграется в какой-то такой долговой яме, у кого-то в депрессии может проиграться. Ну, то есть настроение здесь не аховое. Здесь женщина, которая идет, знаете, вот как будто как слепой котенок. Она не знает, как двигаться дальше. Потому что раньше вы решали ее проблемы, теперь и некому решать, потому что достойного мужчины рядом нет. У нее был мужчина, с которым она общалась, может быть, даже связан либо же с формой, вот как-то, ну, по работе, с армией, с формой, да, связан с какими-то профессиями, либо же может проиграться, что этот мужчина имел, ну, довольно такой жесткий, вспыльчивый характер. Но здесь недолгая история была, потому что, я думаю, скорее она сама от него сбежала, потому что она этого не выдержала, такой вот жесткости.
Либо же у кого может проиграться, что если, допустим, она еще осталась с этим мужчиной, то вот-вот она скоро от него сбежит, потому что, ну, здесь счастья нет, здесь любви нет, здесь вообще трэш. Здесь, знаете, мужчина-диктатор вот такого плана. Я вам скажу, что она начала все чаще вспоминать вас, она все чаще начала ценить то, что вы делали для нее. Она начала сравнивать. Вот именно сравнивать с этим мужчиной, либо же у кого-то может проиграться, несколько мужчин уже было после развода. Она всех сравнивает с вами подсознательно, либо же сознательно. И знаете, в принципе, это сравнение в вашу пользу. Это только сейчас она понимает, что вы для нее делали, кем вы были для нее, да? Но, тем не менее, что имеем, не храним, потерявши плачем, да? От этого не легче никому не становится. Здесь однозначно какое-то такое у нее положение, знаете, и финансовое, и нервно-психическое. Вообще вот как-то у нее черная полоса началась. Ей очень хочется вернуть свой такой, знаете, и гонор. Хочется вернуть свой даже статус, потому что раньше и денежек у нее было побольше. И хочется вернуть в каком-то смысле прежнюю жизнь, да, возможно, даже которую вы ей давали. Она начала размышлять, вот какой-то период назад она начала размышлять, как, на какой козе ей к вам подъехать. Особенно это касается тех, кто не так давно разошелся. Потому что здесь еще все свежее. Ну, относительно, я не говорю, что это неделю назад разошлись, да, но плюс-минус, у кого как. Здесь, знаете, размышления такого характера, что вот что же я буду делать, да, я же накосячила, там, допустим, я изменила, либо же еще что-то сделала. Он меня не простит, да, то есть у нее есть сомнения. И вот она разрабатывает как будто план какой-то, да. Она хочет что-то такое придумать, чтобы вы в это поверили. Ну, какую-то очередную сказку. Давайте будем, может быть, подробнее, о чем это будет сказка. Сказка о том, смотрите, что она хочет вернуть, допустим, отношения. То есть она появится в вашей жизни, но она будет рассказывать очень осторожно, да, о том, что она, может быть, поняла что-то. Это будет даже не напрямую. Это не так, что она придет и скажет, что вот давай мириться, я там все осознала. Нет, это будет очень осторожный такой шаг за шагом. У кого-то, допустим, если есть дети, через детей она может орудовать, как-то сближаться. Она это будет все делать, знаете, вот с какими-то такими выкрутасами, вот я даже не знаю, как подобрать слова, ну что-то такое хитрое, вот какой-то план, вот именно из-за того, чтобы улучшить свое положение, она попытается к вам подлезть. То есть, понимаете, человек борзеет до такой степени, что она уже готова на все. Она готова даже унизиться перед вами. Она уже готова там где-то на свою гордость наступить, только чтобы вот и денежек было побольше, да, чтобы вы ее кружили снова, чтобы вы вернулись к ней. Но единственное, конечно, ее сомнения не отпускают, потому что она знает и ваш характер. Она знает, что вы можете и дверь захлопнуть, вы можете и заблокировать, и трубку положить, да, либо же там еще как-то резко ответить ей. Поэтому она какой-то период, ну, еще не решится на такой поступок, да, она пока будет еще замалчивать, умалчивать, вот разрабатывать свой план Барбаросса. Женщина, которая вот появится, да, вот ваша бывшая, я бы вам советовала, чтобы вы были очень бдительны, потому что она может быть очень убедительна. Вот настолько убедительно, вот как будто она будет, вот период, который она будет вот это все разрабатывать, знаете, как будто репетиция будет. Вот знаете, как бы это бывает у актера. Вот становишься перед зеркалом и просто текст проговариваешь. Вот она будет настолько репетировать, вот что она вам скажет, что она сделает. Поэтому, ну, не ведитесь на эту ловушку, потому что это будет реально ловушка. Это не будет возвращение к чувствам, это не будет возвращение семьи. Она просто вот оценила то, что вы были лучшей в ее жизни, да, потому что вы ей давали там деньги, кто-то заботу, нежность и так далее.
Она это оценила, поэтому она хочет это вернуть. Она хочет себя все так же чувствовать, чтобы ее кружили, любили, да, чтобы вы ей денежки давали и так далее. А не потому, что вот именно вот вы нужны ей такой, какой вы есть. Это не об этом абсолютно. Поэтому я говорю, что вот она борзеет до такой степени, что она уже готова на все что угодно наступить, да, вот и на гордость, на все, только чтобы вернуть свой статус, вернуть свой достаток, чтобы позволять себе то, что она сейчас уже не может себе позволить, потому что денежки у нее заканчиваются. Здесь может у кого-то даже из них проиграться, что с работой может намечаться проблема, либо же урезание, либо же там сокращение впереди. Поэтому у нее такой депрессничок. Так что, ребят, будьте очень осторожны, потому что если вы попадетесь второй раз в эту ловушку, ну, это будет второй удар. Потому что она будет себя вести в дальнейшем точно так же. Вот если вы сойдетесь, она через время опять снимет эту маску, маску любезности, маску такую игры в любовь, и она покажет снова свое настоящее лицо. А вы получите второй удар от той самой женщины. Поэтому очень прошу вас, ребят, обращайте внимание на то, что она говорит, делает, потому что вот где-то будет подвох. Где-то, еще раз говорю, где-то будет подвох. Ну, я думаю, вы прислушайтесь ко мне, а там уже поступайте, как велит вам сердце. А вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!